Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. И вот вопрос. Какие у вас ассоциации при словосочетании Ford Mustang? Вспоминается, конечно, вот такое. Некоторым вспоминается еще вот такое вот. А как вам вот такое вот? Это, знаете ли, электрический Ford Mustang. Оказывается, в мире и такие штуки бывают. Необычно, правда? Что к чему? Быстрый обзор. Поехали. И тут многие из вас сразу напишут комментарий «Баян». Спору нет, Баян. Машину представили в 2019 году, но в Россию первые экземпляры прибывают только сейчас, август-сентябрь 2021 года. Тем не менее, перед нами Ford Mach-E. Стоимость в Америке $43 тысячи, это 3,2 миллиона рублей. Пока что вроде бы неплохо, но что вы получаете за эти деньги? Во-первых, конечно же, внешность. Вот, пожалуйста, три картинки. Первое – это обычный Ford Mustang, который все мы знаем. Второе – это Tesla Model Y. И вот, пожалуйста, Ford Mustang Mach-E электрический. Есть о чем подумать. Ждем ваши комментарии. Интересно, что перед нами SUV, что называется паркетинг. То есть в Форде решили, давайте делать электрическую тачку. Кстати, сначала они делали ее на базе Ford Focus. Потом решили, нет, значит, переделаем, сделаем SUV, но назовем его Ford Mustang. Ну, такое, честно говоря. Такое даже отрывать в качестве сувенира не хочется, да и не нужно. Над логотипом у нас, кстати, камера. Открываем. Багажник 402 литра. Это у нас снимается. Зарядка. Ёх, слушай, она здоровая такая. Заднее сиденье у нас складывается. И, кстати, вы обратили внимание на молнию. Ну, я говорю, максимально семейная тачка. Это дело можно снять, помыть, почистить и поставить обратно. Итак. Так, все, пожалуйста, можно ехать на дачу. Смотрите сюда. Задняя дверь. Ручки нет вообще. Нажимаем сюда. И после этого, где вам больше нравится, там и хватайтесь. Нажимаем здесь. И теперь хватаемся вот тут. За дверь браться не нужно, пальцы не прищемить. Открываем, закрываем. Вот такое. И еще один багажник. Единственный, так сказать, разъем, интерфейс, который здесь есть, это заливка стеклоомывателя. Больше ничего в этой машине делать не нужно. Трогать, с умным видом смотреть, с толщиномером ходить. Тут просто багажник. Любопытно, кстати, что вот это все дело можно официально мыть под напором из керхера, из шлангов. Прямо вот так вот поливать, и в том числе внутри. Здесь даже официально можно возить лед. Два момента, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, ровный пол. Офигенно. В электромобилях это уже обычная тема. Ровный пол. Даже здесь можно ехать как-то более-менее сносно. Второй момент – это высота потолка. Во, красота! Что у нас на двери? Интересная компоновка. Давайте вот здесь покажу, лучше видно. Ручки открывания нет. Где ручка? Вот она. Вот здесь вот такая вот штуковинка. Сейчас покажу вам. Закрываем, нажимаем. Она отпускает замок, то есть нет движения оттягивания тросика, это просто называется release the lock, то есть отпустить замок. Там срабатывает замок, и после этого дверь можно открыть. Если машина обесточена, хороший вопрос, надо будет попробовать. Во-первых, куда положить телефон? Первый вопрос. Все продумано. Раз и два. Нет, еще раз. Она, конечно, съемная, но как-то вот осадочка остается. У вас, конечно, много вопросов. Особенно звук отличный. Подлокотник удобно поднимается. Кармашек здесь здоровенный. У нас там 12 вольт зарядочка. Платформа вот здесь для двух смартфонов. Раз и два. Нужен двусторонний скотч. Нужен. И снизу у нас еще одна платформочка. Я вам покажу, какого, например, размера. Вот такого. Это все съемное, зато можно легко снять и легко помыть. Теперь смотрим вот сюда. Может показаться, как мне вчера тоже показалось, что это какая-то максимальная тупость. Но 2 дня поездили, и впечатление уже совершенно другое. Этот маленький экран, диагональ у нас 10,2 дюйма, идеально помещается вот в эту вот прорезь руля. Сюда вводится уведомление. Смотрите сюда, открываем дверь. Vehicle is on, машина включена. Driver door ajar, дверь у нас водителя открыта и показывает фоном заряд аккумулятора. Круиз-контроль, управление громкостью. Кнопка супер неудобная, вообще отвратительная. Смотри, а чтобы мьют включить, нужно попасть в дырку. Пум.
Она еще нажимается, но при этом ничего не происходит. Я нажимаю, ничего не происходит. Пара кнопочек у нас сверху. Очешник. Очешник. Свет. Козырьки. Обычные, самые простые, тонкие, фордовские козырьки хрустящие. Диагональ экрана 15,5 дюймов. Работает почти как в Тесле. Быстро, но интуитивность немножко страдает. Блок управления климатом находится внизу. Когда меняете температуру, появляется вот такое. Жарче, холоднее. Сила обдува. Естественно, когда все это включено на максимум, рейндж у нас сокращается гораздо быстрее, потому что все это работает от электричества. А самое интересное, ребятушки, как это все дело едет. У нас хоть и базовая комплектация, но тем не менее у нас есть режим Unbridled. Это называется режим неудержимый. Так, что дальше? Включаем драйв. Никого. Едем. Полная тишина. Есть несколько вариантов этого автомобиля, несколько конфигураций. Да, у нас самая простая, это 258 сил. Есть топовая конфигурация, это Ford Mach-E GT, 465 сил, там два мотора на каждую ось, на переднюю и на заднюю, у нас мотор один. Ровно 50 на 50. 50% Теслы Model Y, на которой мы катались, и 50% Форда. Вот если вы ездили на Тесле и Форде, то поймете, о чем я говорю. Вот ровно 50 на 50. То есть видно, что экран, видно, что электричество, но при этом Ford никуда не делся. Вот это все, ощущение от материалов. Климат-контролем управлять здесь, как в Тесле, вот это вот красивое ровное движение влево-вправо, здесь просто невозможно, потому что... Нет. Так, средний режим. Воу-хо-хо-хо! Бодро. Вот, ну, бодро, но вот привычно бодро. То есть, кто на Тесле катался, окей, ну, как бы, да. Тормоза, отличные. Сойдет. То есть, прижимает все как надо, стартует, тишина полная. Неплохо. И есть у нас имитация звука двигателя. Вот он. Drive Mode, Unbridled. Это самое быстрое, что здесь есть. Так, все готовы? Все сидят ровно. Че, все что ли? А где разгон? Звук появился, вот этот, но при этом разгон совершенно не впечатляет. Не впечатлял ни разу. Но что хочется сказать? Как разгон для автомобиля, для семейного, чувствовать, что у вас есть эта мощность, допустим, там, обогнать на трассе какой-нибудь другой автомобиль, это круто. Если хочется быстрее, есть Ford Mach-E GT. Там 3,5 секунды. Значит, теперь следующий важный вопрос. Это зарядка этого автомобиля. Мы находимся недалеко от Манхэттена. Рядом с нами живет Сергей, тот самый, у которого Tesla Model Y. Сейчас мы ему позвоним. Следующая часть этого обзора. Поехали. Сережа! Значит, наша задача заправить этот автомобиль. Давай попробуем найти зарядку. Давай, как смотри. А вот, смотри, уже подсказка. Вот. А, Next EV Charge. Все достаточно понятно. Ну, давай посмотрим. А, вот он прям. Вот, рядом с нами. Charge Point. Вот первый. Ну, давай прям первый и поехали туда, да? Go. Obey traffic laws. Be alert and use voice commands while driving. Вот не сюда, вот там, налево, парковку, внутрь. Скорее всего, она там, да? Она там, да, и нам сейчас скажут, сколько стоит здесь сейчас постоять. Еще за парковку надо заплатить. Да, смотри, 2 часа, И там... $17. О, чего? 17 баксов за 2 часа и за парковку еще заплатить? Да. Hi, can we charge our vehicle here? Do you have EV charging? What? You have to park yourself, get the switch over, stay at the station and put the charge to EV charger. On the right, yes? You gotta go back up all the way around. Oh gosh, thank you. Слушай, ну мне кажется, это тоже не полноценная вот эта быстрая станция. Там тебя расстроит скорость зарядки. А сколько там будет заряжаться? Ну, в целом. Там, Неделю. Да не серьезно. Ну, серьезно. Ну, правда, там у тебя 1-2 киловатт мощности. А здесь как думаешь? Сколько? Тебе надо 250. Для сравнения, вот хорошая станция, Да. вот новая современная станция Да. Tesla, да, 250 киловатт. А там 1,5? То есть это примерно 900 миль
в час. Как-то все очень сложно. Ну, то есть нам вот сейчас нужно быстро зарядиться. Вон там дальше есть хорошая парковка, кстати. Где? Вот прям большая. Ну, тут ехать минут 15, мне кажется. С зарядкой? Даже здесь. Но там большая Tesla Supercharger, и мне кажется, там должны быть и обычные EV. Вот, смотри, EV Connect. Это бас-терминал. А это просто Charge Point. Я понял разницу. Так. И мы выбираем тип. Оказывается, можно отсортировать Fast тип и charge. выбрать только быстрые зарядки. И вот Сразу теперь у всё нас стало будет... гораздо лучше. Да, причем можно выбрать еще и бесплатные. И вот мы выбрали ближайший. И вот как полагается, видишь, у тебя крупная зарядная станция находится в торговом центре. Соответственно, ты можешь, пока машина заряжается, пойти перекусить, Да. можешь пойти пошопиться. И в целом это очень удобно. Во, мне кажется, это вот оно. Так. Зацени, ночной режим включился. Ну, А у Tesla такой есть? Конечно. Серьезно? Держи. Класс. Спасибо. У Tesla, вот смотри, вот я почему тебе говорю, что с Tesla, вот, смотри, зацени объем зарядной станции Да, неплохо. и количество машин. Раз. Ого, это вот вся стена их? Это вся стена. Штук сколько? Штук? Много, 20, очень наверное. много. Да. Вот вся стена, вот это все это зарядная станция Tesla. И Круто. она довольно быстрая. Зарядок. Теперь давай посмотрим, что нам предлагает обычный EV. Выглядит солидно вот эта вот штуковина. Ну, в сравнении с Tesla, вот ты только что видел, выглядит, ну, как-то грустно, что ли. Две станции. Нет, три. Три. Раз, Окей, два. три. Так, Это типа 98-й, 95-й? да. Нам Интересно. что нужно? Я первый раз на такой зарядке. В Тесле все просто, ты воткнул и ушел. Ну, так тут, наверное, Так, тоже. ок. Подожди. Вот так, смотри, мы достали. Ого, вот эта штука мне нравится. И? Смотри. Дотянется? Так, а как ее туда. открыть? Она автоматически не открывается сама? Вот, А, втыкай. Вот так вот даже, да? Ну да. Так. Нажимаем старт. Типа как на заправке. Да, и он просит какую-то карточку. Какую такую карточку? Не знаю. Какую-то карточку. Нет, у меня никакой карточки. И у меня нет. А Так. нельзя просто заправиться и поехать. Приложение надо поставить. Ё-моё. Так, что там, удалось? Так. Зарядка начнется, когда currently charger... Так, подожди. Поставили. Как это будет? Вот так вот. Так. Теперь берем. Давай. Типа по новой. О, какой тяжелый провод. Не женское это дело, если женщина водит электромобиль. Ну, то есть у меня показывает, что зарядка используется и заряд идет в приложении. Так. У тебя проблема с вейком. Слушай, пишет, что зарядка идет. Да? А нет, пишет, что не идет. То есть шла, но передумала. Да, пишет, что вот charging full, что-то там. Вот, смотри, connect, да? Все то же самое, что было. Мы возвращаемся к началу. Так. Но ты понимаешь, что мы как советовал Эйнштейн, не биться головой в одно и то же. Не так все легко и просто, как хотелось бы. Так, давайте я сейчас переставлю сюда и попробуем. Ну, странно, что просто нельзя по Apple Pay приложить как-то и сделать. О, О, yeah, baby! Ты цифры какие-то здесь можешь прокомментировать? 0... А, Слушай, сколько ватт? я видел здесь тариф, да, Так. что 35 центов в минуту. То есть 35 центов в минуту это тариф. офигеть как дорого. Им, по сути, чем медленнее ты заряжаешься, тем выгоднее, да? Да. И я уверен, что вот полные 50 киловатт они тебе давать не будут. То есть как Tesla дает тебе 250 киловатт, Да. а здесь 50. Вот я уверен, что даже 50 они отдавать сейчас не будут. Давайте посмотрим, что в машине происходит. Смотри, от 64 до 80% она будет заряжаться 20 минут. О, так это быстро? Нет. Да почему не быстро? Потому что Tesla от 20% до 80% заряется за то же время. От 20 до 80. И можешь посчитать, то есть ты просто 35 центов И сколько это умножаешь будет на стоить? 22 минуты и смотришь, сколько это будет стоить. Вот. Блин, вот это хреновина. Смотри, какая штука. Порядок? Садимся? Давай. И нам еще за парковочку надо заплатить, получается. Да, Не еще и дешево. плюс за парковочку. Сейчас посмотрим, сколько. $3. Вот сегодня, я вот сейчас впервые за это время владения электромобилем осознал, что проблема вот этих машин Android нифига не в машин. машинах. А в чем? Проблема в инфраструктуре.
А проблема в том, что владельцы инфраструктуры смотрят на владельцев электромобилей исключительно как на доходный бизнес, которых надо вот прям по максимуму. И им без разницы, что вот в этом случае мы заплатим столько же, сколько если ты заправился бензином, только еще и потратим твое время. Но это дороже было, чем заправка бензина прямо сейчас. Вот. Это а было если дороже. бы это была Tesla, это было бы дешевле. То Я есть, вообще не понял сейчас, в чем суть электромобиля, если я долго простоял, это было сложно, искал эту зарядку, еще она могла быть занята. Хорошо было свободно, а могла быть занята. Ну, спасибо, что нашел время. всегда, пожалуйста, Всегда я приятно всегда с рад тобой тебя видеть. пообщаться. Так. Сколько получает выгульщик собак в Америке, вот там постоянно ходит? От 15 до 30 долларов в час. $30 в час с собаками гулять? Да. А где можно устроиться? Давайте. Огромное тебе спасибо. Да. Удачи вам. Все ссылки, Счастья, любви, Сережа, всего. внизу. А мы едем дальше. Давай. Ручка-то удобная? Да, кстати, не такие плохие. Я не вижу повода что-либо хейтить в машине. Давай, будь здоров. Пока, ребята. Удачи. Так, ну что, цены самое интересное. С зарядкой мы уже поняли, что не все так однозначно. Где тут выезд? Вот там. Сейчас выезжаем и расскажем о ценах. Ребятки, вот такая вот история. Мустанг или не мустанг, решать вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Теперь давайте обратимся к ценам. 43 тысячи долларов – минимальная стоимость вот этого автомобиля в Соединенных Штатах Америки. Надо, конечно, ориентироваться на европейские цены. Понятно, что в России появится, возможно, не скоро, а официально таки вряд ли, но тем не менее. 45 тысяч евро в Европе базовая конфигурация и 67 тысяч евро топовая конфигурация, но, как мне кажется, 5 секунд до сотни, это в базе, вполне себе достаточно для этого семейного автомобиля. Ford Mach-E 2021 года, Tesla Model Y. Напишите, что вы обо всем этом думаете. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.